Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. В этом видео предлагаю разобрать тему как раз Сибирь, запретная территория славянской истории. Да, все именно так, потому что так называемые отцы русской истории, а именно Герард Миллер говорил, Сибирь земля не историческая. Притом в Берлине в 2021 году на международном форуме то же самое повторяют и другие профессора. Крайний север – это не историческая территория. Для них – да, для тех, кто слез с пальмы, а для людей это как раз прародина человечества. И поэтому и нужно изучать, а что же там происходило в Сибири, потому что если мы хотим решить любой исторический вопрос, то надо идти в Сибирь. Именно так. На это же обращали внимание и нормальные ученые, например, Забелин. Вот он обращает внимание так называемых ученых на то, что куда же исчезли все эти иранские племена, которые жили в Сибири, на огромных территориях. Везде, куда ни посмотришь, нам говорят иранцы, иранцы, иранцы. А вместо них почему-то как с неба свалились только славяне. И не раньше 6 века нашей эры, но в районе Дуная. Как же они свалились в районе Дуная, если языки славянской группы называются индоевропейские? То есть одни ученые практически говорят нам, что от Индии до Европы жил один и тот же народ, а другие нам рассказывают сказки, что славяне это Дунай, 6 век нашей эры, а огромное количество племен и народов непонятно откуда взялось. Да понятно откуда они все взялись, они взялись в том числе и из Сибири. На древних картах Птолемея Сибирь называется Индия изначальная, доисторическая. То же самое обращает внимание Николай Гаврилович Спафарий, который в 17 веке проехал всю Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток. Он написал по этому поводу книгу «Путешествие по Сибири до границ Китая», где утверждал, что сибирская земля древностью своей превосходит все другие части земли. И именно из Сибири расселялись народы, распространялась письменность, культура и технологии градостроительства. Мы в предыдущих видео уже ходили, смотрели на этих хетов многие тысячи лет назад. В этом видео посмотрим на Сибирь нашего тысячелетия, то есть фактически, то есть недавнего прошлого, чтобы найти там тех же белых людей. А нужно нам это, потому что страна, забывшая свою культуру, историю, традиции, национальных героев, обречена на вымирание. Ну, в принципе, то, что вы видите сегодня. Я же всегда добавляю, что не просто на вымирание, она обречена быть удобрением для других народов, которые придумают историю, а они хотят показать нам истину. Например, все вы слышали про Великую Китайскую стену. 9000 километров, красота, много. А как насчет Великой Заволжской стены? Да, действительно, за Волгой существует оборонительное сооружение длиной практически 2500 километров. Оно от Астрахани до Перми. В изначальном виде ширина стены была 70 метров, высота 6 метров. Историки нам говорят, ну это Петр прислал пару полков солдат, они там начали что-то строить. Но по факту раскопки показывают, что датировка строительства стены от 8 до 18 век. То есть за Волгой существует какая-то цивилизация, которая защищается. Какая цивилизация? Притом сама Волга называется, скорее всего, именно по имени этого вала. То есть Га это земной путь, это реки прошлого. И Вол или Вал, то есть земной путь, за которым есть вал. Вот вам и Волга. Но что-нибудь мы знаем, в истории об этом что-то написано? Нет, ничего. При том, что я уже говорил, что если мы посмотрим на все карты именно этих стен, то они начинаются в Китае, а заканчиваются на Британских островах. Притом китайцы это мы, они чинайцы. И мы в этом видео как раз и покажем, что опять же это территория скитов, защищенных поселений, которые тоже защищены, как вся страна, огромными стенами. Опять же, если мы видим эту синенькую стрелочку, то она как раз показывает одну из стен, про которую мы вообще ничего не знаем. А таких стен на территории Сибири на самом деле множество, они просто никем не исследуются. Если мы же посмотрим книгу «Введение в географию», которую напечатали при Императорском Московском университете в 1771 году, то что мы здесь видим? Мы видим Великую Тартарию, ее разделение, Российская Тартария, Китайская Тартария, Вольная Тартария.
То есть нам все рассказывают, что Тартария это название территории, это не государство. Здесь они почему-то описаны как государственные какие-то объединения. И начинаются они с российской Тартарии, а заканчиваются китайской. Не чинайской, а именно китайской. Теперь мы понимаем, почему в Москве находится Китай-город. То есть это город за стеной, а не место жительства каких-то там чинайцев. То есть именно с Китай-града, укрепленного поселения, начинается Москва и другие поселения. Вот что пишет Афанасий Никитин, например, в 15 веке. А от Чины до Китая идти сухом 6 месяцев, а морем 4 дня. То есть мы видим, что это разные государства, и они на картах обозначены. Мы сейчас поймем почему. То же самое мы видим в древних источниках. Оказывается, сохранилась книга Познания 1345 года, где один испанский миссионер-путешественник, монах, он путешествует по фактически известным землям и в том числе попадает в Сибирь. И что же он утверждает в этих своих путешествиях? Что в районе Томской области находилось высокоразвитое средневековое русское государство Артеселия со столицей Грустиной. И правил там царь Иван III. Вот эта карта, на Оби находится Грустина. И это, извините меня, 14 век. Нам об этом ничего не известно. Хотя эта Грустина встречается на многих картах. То есть и государство это находится в районе современной, Томской области. То есть там, где сейчас стоит город Томск. Ну, скорее всего. То есть, опять же, что там описывается? Что Ивану Третьему подчиняется 2 соседних государства. Он, скорее всего, объединяет 3 государства. Поэтому не по счету третий, он государь 3 государств. Вот это Готия, Аркания. И столицей был город Готиана. Известный еще по Библии как столица народа готов. А столица Аркании был другой знаменитый древнерусский город Магодиана, известный по Библии, то есть как столица магогов. То есть Ивану Третьему подчиняется 3 древнерусских сибирских страны, поэтому он себя и называл царем 3 стран. Ну, скорее всего, он, наверное, и был поэтому третьим. И как раз эта территория служит торговым мостом между как раз Киевом, Индией, Китаем. То есть она как раз и проводит эти торговые отношения. То есть то, что мы знаем как Великий Шелковый путь, а это, наверное, Великий Сибирский путь. То же самое мы находим в сообщениях других путешественников. Аль-Масуди в X веке описывает 3 храма славян. Расшифровка его рассказа показывает, что один храм с кумиром Сатурна стоял в Минусинской котловине, то есть это район современного Красноярска, описывается X век. О почитании в Минусинской котловине Сатурна и Венеры писал побывавший там и другой путешественник Абу-Дулев, тоже X век. Ибн Макафа в 8 веке называл жителей этого места славянами, то есть то, что мы ничего не знаем о этой территории и про то время. Считается, кстати, что минусинские славяне поселились в бассейне Иртыша и в южной части Урала, и задолго до известных нам исторических событий, и в ту пору те горы назывались славянскими. Следы присутствия славян на сибирской земле ощущались очень долго. Еще в 16 веке путешественники встречают светловолосых и голубоглазых сибиряков. Фигуры их совершенны и, соответственно, очень отличаются от так называемых коренных сибирцев. Ну и тоже те же казаки Ермака, которые считаются чуть ли не первыми белыми людьми в Сибири, тоже встретили не только так называемых аборигенов, но и множество белых людей, которые там прекрасно жили. Рашид аль-Дин указывает, что в 1300 году в Камбалыке хранились архивные и другие книги за минувшие 5000 лет. То есть, следовательно, в 3700 году до нашей эры этот город был уже настолько крупным, что в нем существовали диваны. Говоря по современному, министерство, то есть он по картам расположен где-то на реке Обь, ну, скорее всего, по моим исследованиям, он был где-то в районе Байкала. Потом так называемые тартары перенесли эту столицу, и мы знаем ее как Пекин. То есть и все именно так. Опять же, там же мы видим на Дальнем Востоке современной России монголов так называемых, непонятно откуда взявшихся, но мы их найдем на Чукотке. В том числе на старых картах, вот на этой карте Келлера 1590 года, мы читаем: в Наяне родился пресвитер Иоанн, потомки которого живут сейчас в Эфиопии.
Вы вообще представляете на минуточку, где Чукотка, а где Эфиопия? То есть, скорее всего, этот Наян находился где-то в районе реки Лены современной. Он же известен истории, это пресвитер Иоанн. В русской литературе он также известен как царь поп Иван. И легенда его еще там 12 века, то есть еще до так называемого монгольского нашествия. При этом, опять же, мы это видим на картах. Отмечено прекрасно. Ну, дальше на Чукотке опять же живут те же самые славяне. Сейчас мы до них доберемся. То есть, может она не поверить этой карте, сказать, ну мало ли что там придумают. Но вот перед вами фараон, который правит в Египте. И перед нами 1640 год. Это обычный белый человек. И это четко видно по этой картинке. Я уже молчу, что пирамиды на дальнем плане совершенно какие-то другие. Не те, которые нам показывают. Ну и справа как раз опять же царь Иоанн как правитель Эфиопии. Ну а Эфиопия это Африка на тот момент. Если мы посмотрим, там же почему-то мы видим и мамилюков, которые одеты и вооружены, как обычные казаки или обычные скифы, если так вам лучше. Плюс знаете, какая была традиция у мамилюков? Чтобы руководители ходили в соболиных шубах. Внимание, в Египте. Такая традиция была только у русских царей, бояр и мамилюков. Византийские писатели говорят, что это скифы. Потому что нам их пытаются представить как каких-то, ну, действительно, как бы только мусульман. Больше никого. Хотя исследователи говорят, что нет, они были ближе к христианству, чем к мусульманству. И при этом они правили Египтом вплоть до 19 века, то есть до нашествия Наполеона. Да, там были периоды, как бы, когда власть захватывали, теряли, но по факту они правили Египтом до 19 века. Поэтому, когда мы видим вышивку Норвегии, Египта, России, то мы почему-то отмечаем, что она, мягко говоря, фактически идентична. А все очень просто, это не просто так. То есть один народ, одни символы. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.